Ну, поехали. Поехали. Ты окно хочешь открыть? Нет, пока нормально. Ты удобно сидишь? Да, удобно. Дорога длинная, но зато можно спокойно поговорить. Точно. Куда мы точно едем, ты помнишь? Мы едем на дачу к друзьям, рядом с озером. Помнишь озеро? Да, помню. Там была деревянная лодка. Крутое место, правда? Очень крутое. Ты хочешь сегодня купаться? Хочу, если вода теплая. А ты? Я тоже хочу, но сначала хочу чай из термоса и пирожок. Ты взяла свои наушники? Взяла, но сейчас я хочу слушать музыку в машине. Какую музыку ты хочешь включить? Что-нибудь спокойное. В дороге мне нравится легкая музыка. А тебе? Мне нравится, когда в машине просто тихо. Тогда можно думать. О чем ты любишь думать в дороге? О будущем лете, о том, как мы будем кататься на велосипеде и есть мороженое. А ты о чем думаешь? Я думаю, как буду говорить с детьми там. Немного страшно, если честно. Ничего страшного, все будет хорошо. Ты же знаешь много слов. Да ладно, много, это громко сказано. Я все время что-то забываю. Ничего, повторение– мать учения. Помнишь, как говорит папа? Помню, он всегда так говорит перед контрольной. Смотри, видишь зеленый знак над дорогой? Что там написано? Там написано, куда дальше ехать. Хочешь, я прочитаю вслух? Хочу, мне так легче запоминать. А как по-русски будет exit? По-русски «выход». Видишь, справа маленькая табличка. Там как раз выход. А, вижу, выход. Ладно, запомню. Ты помнишь слово «пробка»? Как бутылочная пробка. И это тоже. Но на дороге пробка– это когда машины стоят. Ты любишь пробки? Нет, пробки я не люблю, но в пробке можно спокойно слушать музыку. Ты хочешь поиграть в игру по дороге? В какую игру? Мы задаем друг другу вопросы по-русски. Про дорогу, про планы, про все. Согласен? Согласен, хорошая идея. Давай начнем. Хорошо. Первый вопрос. Что ты любишь делать в машине? Я люблю смотреть в окно и слушать музыку. А что ты не любишь делать в машине? Я не люблю долго сидеть без движения. Хочу иногда остановку. Когда мы приедем, что ты будешь делать первым делом? Сначала я буду обнимать всех, потом пить чай. А ты что будешь делать? Я буду сразу бежать к озеру. Хочу посмотреть, изменилось ли оно. Какое новое русское слово тебе нравится больше всего? Мне нравится слово «круто». Оно короткое и смешное. А тебе какое слово нравится? Мне нравится ничего страшного. Сразу спокойнее, правда? Да, ничего страшного, все будет хорошо. Это наша фраза-талисман. А какая пословица тебе больше всего запомнилась? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Как тебе она? Нравится. Значит, если хотим чего-то, надо работать, да? Да, но сегодня мы будем работать мало, а отдыхать много. Ты вообще боишься говорить с новыми людьми? Немного боюсь, а ты? Я тоже. Но если человек улыбается, то уже не так страшно. Тогда давай просто улыбаться первыми. Ничего страшного, если мы ошибемся.
Согласна. Ошибки– это нормально. Главное– не молчать. Короче, наш план простой. Улыбаемся, говорим, спрашиваем, если что-то не понимаем. Крутой план. Кто задает следующий вопрос? Давай ты. Ладно. Что ты хочешь попробовать в деревне? Я хочу есть ягоды прямо с куста. А ты что хочешь попробовать? Я хочу в баню. Говорят, баня– это очень по-русски. Ты помнишь имена детей, к которым мы едем? Помню. Там Сережа и Лена. А ты с кем хочешь сидеть за столом? Я хочу сидеть рядом с Леной. С девочкой мне легче. А тебе с кем легче? Мне все равно. Главное, чтобы рядом был кто-то спокойный. Как ты думаешь, какая будет погода? Думаю, будет солнечно. А ты как думаешь? Надеюсь, что да. Дождь в дороге– это не очень. Но если будет дождь, ничего страшного. Можно сидеть в доме и играть. Точно. У них есть настольные игры, помнишь? Да, и еще у них большой самовар. Ты любишь чай из самовара? Люблю. А ты как пьешь чай? С сахаром или без? С сахаром и с вареньем. Так по-домашнему. Сколько еще ехать, как ты думаешь? Думаю, еще минут 30. Хочешь посмотреть карту в телефоне? Хочу. О, смотри, мы уже почти приехали. Ты рад? Очень рад. Дорога была длинная, но интересная. Тогда у меня последний вопрос. Давай. Да после всего этого разговора ты все еще боишься? Немного. Но когда ты рядом, то ничего страшного. Ничего страшного, мы же вместе. Смотри, мы приехали. Вон Сережа и Лена бегут к нам.